глава правительства, он пригласил и говорит, а что самому слабо заняться непосредственно текстилем. Это же сколько рабочих мест вокруг всего этого кластера. Вы, по сути, решили, какой-то проблемой столкнулись, вы решили построить там строительный завод. Это еще дополнительные рабочие места. Пришлось надевать сапоги, идти в сельское хозяйство. Не могу не спросить о хлопковом бойкоте. Мы запрещаем, мы протестуем против узбекского хлопка. Это был шок. Хлопково-текстильная отрасль – это позвоночник узбекской экономики. 13-летняя борьба, она ни к чему не привела. Я всегда призываю сократить льготы или вообще убрать льготы. Не могу я на общие деньги шиковать. Все, что ты с природы взял, ты должен вернуть, как минимум. Хочется изменить жизнь нашего народа. Ассаламу алейкум, друзья. Я нахожусь в Ташкенте. У меня сегодня необычный гость, один из ведущих лидеров текстильной промышленности Узбекистана, Музафар Разаков. Спасибо большое, что вы пришли, что согласились приехать к нам на подкаст. Я не буду, наверное, долго тянуть время. Хочу сразу спросить про вас. Я просмотрел о вас много информации, посмотрел интервью с вами. Очень было интересно. Образование ваше. Вы учились в Германии, Швейцарии, да? Можете, пожалуйста, пару слов об образовании вашем? И потом дальше я вам буду задавать вопросы на вашей личности. В первую очередь, добро пожаловать в солнечный Узбекистан, наш красивый город Ташкент. Вы наш гость, мы очень рады всегда встречать гостей. Но если про себя говорить всегда сложно, как-то все получалось по жизни, где-то запрограммировано, где-то запланировано, а где-то там случайность хорошая, случай. Я начал учебу здесь, я закончил здесь в тот момент один из ведущих вузов Узбекистана. Там готовили международников, дипломатов. Я думаю, по всему бывшему Советскому Союзу всегда в начале 90-х готовили дипломатов, международников, потому что у меня очень много друзей из Казахстана, которые по программе Балашак ездили учиться, и они тоже практически все одни и те же предметы проходили. У нас аналогичная программа была, называлась УМИД. Надежда, да, Надежда. И в числе одним из первых мне посчастливилось пройти все этапы отбора и проучиться в Германии, закончить вуз в Германии. Где-то досрочно, можно даже похвалиться. Да. И почему я потом уже понял, зачем я спешил. Да? Потому что я вернулся и сразу меня бросили. У нас отработка была 5 лет на государство, на правительство нужно было отработать. Меня сразу направили на работу в Госкомимущество. Сейчас такой организации в принципе уже не осталось. И именно в их мозговой центр, это научно-исследовательский институт разработки рыночных реформ. Да. Интересно. И я там начинал свою работу младшим научным сотрудником, там вообще думал о науке, пойду в сторону науки, но где-то в голове у меня всегда была идея там заниматься тем, что я люблю, да, что мне нравится. Через какое-то время в разговоре с своими коллегами, с которыми я вместе учился, которые работали в разных сферах, кто-то уже уехал, я замечаю, что я где-то чисто интеллектуально отстаю, где-то что-то не могу понять, не на одной волне, скажем, с ребятами. И у меня близкий товарищ, друг в Москве, работал в тот момент «Тройка Диалог», такая инвестиционная компания, крупная была, ведущая в России. И как-то я говорю, слушай, и мне задело мое эго, я говорю, а чем я хуже? И потом я подал документы на PhD, чтобы продолжить наукой заниматься. И подал я именно, как говорится, самую высокую цель взял. Это самый лучший немецкоговорящий вуз. Рейтинг самый высокий, это университет Сан-Галлена. Я туда подал, и бац, у меня получилось. Они взяли меня. Для них, с одной стороны, как бы экзотика с Узбекистана, кто-то там аспирант. Но с другой стороны, и тема была очень интересная. И научный мой руководитель очень такой интересный, очень любознательный профессор. И он меня подбадривал. И вот так я поступил в аспирантуру, начал там учиться, получать образование. Но, с другой стороны, это большой нетворк, это большая возможность со всеми генералами бизнеса, там, со всеми лидерами, мировыми лидерами, европейскими лидерами бизнеса. Флагманами. И у нас постоянно были, конечно, с одной стороны, гости с разных там McKinsey, Boston Consulting, Bain & Company и так далее, с всех этих суперзвезд.
где-то это. И в какой-то момент меня пригласили дальше немножко помочь одной из ведущих стратегических компаний, консалтинговых компаний. Ну, я думал, это временно, потом еще больше. Я оказался потом уже в Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии, где я первый раз столкнулся уже с сельским хозяйством, переработкой сельхозпродукции и так далее. Вот такой путь, если коротко сказать, я прошел от студенчества до докторантуры и доктор PhD. Кстати, касательно образования, вот у вас есть аналогичная программа «Булашак» у нас 5 лет, да? У нас эта программа до сих пор существует. Насколько важно образование вот для молодых людей? Сейчас просто молодые люди иногда больше приоритета дают практике, да, то есть где-то стараются заочно отучиться, пойти побыстрее в бизнес, либо поработать где-то. Что вы по этому поводу скажете? Вот у молодых людей сейчас такая тенденция. Я не знаю, я всегда призываю учиться. Не имеет значения даже, когда работаешь. Я говорю, работай над собой, учись дальше. Я учусь до сих пор. Я подписан под все эти подкасты. Я большой любитель Джордана Петерсона. Он был недавно... TED Talks, он недавно был в Узбекистане. Вообще супермен, да, вот очень хочется быть причастным, делиться, получать эту энергетику, знания. И я призываю, это же огромное богатство, это учеба, знания, опыт, это огромное богатство. Это то, что ты инвестируешь всю свою жизнь и это потом применяешь, это сразу... И для молодых я бы все время призывал, учитесь. И в самом начале карьеры надо инвестировать. Как у нас в Узбекистане говорят, сперва ты там инвестируешь в себя, свое имя, а потом имя работает на тебя. Да? Как и везде. Работаешь на репутацию. Репутация, а потом репутация работает на тебя, да. Я до сих пор, я читаю книги, я постоянно пытаюсь быть осведомлен. У меня есть свои учителя до сих пор. Кто-то из бизнеса когда-то мне помог и стал учителем, кто-то из университетских скамей. Есть какие-то моменты, бывает, просто идешь там, давай позвоню ему, узнаю его мнение. Да? Правильно ли я вообще думаю? Потому что некоторые мои учителя, они говорили, у меня нету задачи, чтобы ты выучил все наизусть. У меня задача, чтобы ты научился правильно мыслить, правильно думать. Вектор твоего мышления должен быть верным. И иногда я просто звоню и говорю, слушайте, у меня вот такая мысль, вот такое решение. Это правильно? Вот это в вашем тоне или в вашем воспитании, да, образовании? Вот такой фидбэк получаю иногда. Ну вот вы получаете образование, у вас бизнес. Как вы находите время еще для семьи? Расскажите, пожалуйста, о семье немножечко, вкратце. Пару слов, если это можно. Семья – это, как обычно, узбекская, скажем, семья. У меня 2 пацана и дочка. Вернее, мальчик, дочка, мальчик. Так получилось, что старшие 2, они выросли практически, я их не видел, как они росли, потому что я был постоянно где-то в пути, за рубежом, на учебе, на работе и так далее. А младший, ему сейчас 12 лет, я его сам как бы вижу, как он растет, как он это. Ну, для семьи у меня есть такое золотое правило: воскресенье только семья. Я все отключаю. У нас есть дача в горах, вот я выезжаю, там сын вот прям ждет меня, в субботу уже предупреждает, говорит, папа, завтра утром мы выезжаем. Ну, да. В воскресенье дела не назначают. Нет, никак, я жду тебя. Да, воскресенье это для меня святое, я отказывал большим правительственным чиновникам, я не могу. Почему? Потому что у меня есть обязательства перед ребенком, перед семьей. И, естественно, вечером или утром за завтраком или за ужином мы там просто обмениваемся, как день прошел или как день, что спланировано на этот день. Ну и где-то по мере моей физической возможности, по времени я участвую в всяких там, не знаю, воспитание все равно дома получает, это образование в школе, там, в институте. Но я пытаюсь быть в курсе всех. Но я могу сказать, что у них какой-то сленг новый появляется у молодежи. Это как вы умудряетесь углавливать на одном языке разговаривать? Я сыну младшему всегда говорю, ты объясни, что за слово такое, ок, там еще что-то, норм. Я говорю, а что, до конца нельзя говорить? Но, видимо, у них везде сокращают под влиянием всяких там этих. С учетом того, что вы владелец крупного бизнеса, какие ценности вы стараетесь привить своим детям? В первую очередь, одна из ценностей, это на узбекском и, наверное, на казахском тоже, это халал. Это, чтобы человек был очень открытый, честный, справедливый, как минимум перед самим собой. Нельзя сиюминутную выгоду использовать для чего-то, зная заранее, что это неправильно. Да? У меня всегда покойный дед и родители всегда говорили, что
это самое святое для нас, для нашего рода, для нашей династии. Это именно оставаться всегда чистым, именно в мыслях, помыслах, намерениях. Вот это я с детства нас прививали, и мы своим детям передаем, что при любых обстоятельствах надо оставаться справедливым, честным, открытым, ну, скажем, уважать другого человека и так далее. Да? Не шагать через трупы ради своей цели. Это как-то... Это благородно. Да. Это благородно, и это каждый должен этого придерживаться. Ну, с другой стороны, у нас отец все время говорил, он сам был педагогом, он говорил, для хорошего, чтобы воспитания хорошего человека, это нужно 3 вещи. Да? Он говорит, это хорошее воспитание дома, это вот моральное воспитание, этическое, да? Хорошее образование, это получить хорошее, и самое главное, ремесло. Ремесло, оно просто приучает к труду, к трудолюбию. Вот, и он с детства нас вот прям, мы 5 пацанов, 5 братьев, я старший, он прям приучал к этому, объяснял. Ну, видимо, это его формула жизни была. Раз уж упомянули отца, да, отец у вас тоже в сельском хозяйстве работал, да? Нет, он не работает, нет, только в педагогике, да? Он педагог, но инженер-педагог, скажем так. Да. А у вас после того, как в Саудовскую Аравию прибыли, вы получили первый опыт в сельском хозяйстве, и потом вы решили именно хлопком заниматься. В какой момент, когда у вас начиналось это образование крупного холдинга, можно сказать, да? Global Textile? Да, у нас, как было, один из моих братьев, он является представителем нескольких текстильных машиностроительных компаний, станкостроительных. Но он был просто как бы представлял их интересы и так далее. Но мы предложили вокруг него создать экосистему, как сервис, предоставлять сервис, там, запчасти, потом постпродажный сервис, информационные, там, инжиниринговые услуги для текстильного бизнеса. В какой-то момент мы достаточно хорошо разогнались, что мы уже были достаточно известная команда, которая вот под ключ может предоставить там это. И на тот момент глава правительства он пригласил и говорит, а что самому слабо заняться непосредственно текстилем, а не технологиями. Да? И он сказал, давай покажи мне, как должно быть, чтобы все как бы образцово, флагмански показал, а дальше, чтобы мы все там могли как референс показывать и сказать, вот. И мы на тот момент как-то собрались, энергию, и создали наш первый комплекс текстильный. И это было конец уже 2016 года, это уже время перемен. И дальше перед нами стоял вопрос, там, дальше куда? Вот кластерная система, возможность появляется. Или мы должны были сдать, сказать, ребят, мы остаемся в своем там, технологическом направлении, сервисе и так далее. Или мы идем смело в сторону текстиля, там, переработки текстиля, дальнейшей переработки текстиля. И апстрим это идти и на заготовку нашего сырья. Да. Долго думали, но решили все-таки идти дальше, не останавливаться. И вот так мы оказались в хлопково-текстильном формате. То есть мы сами выращиваем свой хлопок, дальше его перерабатываем, первичная переработка. Дальше из нее нити делаем, это предельная сфера. Дальше из нее мы делаем трикотажное вязание, производим суровые трикотажные ткани. Потом мы их красим, отбеливаем, принтинг, там, печатаем и так далее. И сейчас уже выпускаем готовую продукцию, трикотажную. То есть вся вертикальная связь, вся цепочка, мы ее все перекрыли. И сейчас стратегия идет на масштабирование. А насколько сложно устроен бизнес? Да? То есть у вас целый кластер, структура, организовать такую структуру. Насколько вам было сложно это преодолеть? Да? С какими сложностями, возможно, вы столкнулись? Ну, мы начинали работу и как-то... Не знаю, у меня привычка из Германии еще. Вот есть проблема, надо ее решать. Не надо сидеть ныть, там, ждать помощи от кого-то. И это, я думаю, это типично для Германии, для Японии, для Израиля. Ни на кого не надеяться, да, решать самостоятельно, да, конечно, здесь и сейчас. Конечно. Вот это как-то во время учебы нам привили, вот на себя рассчитывай. Сложно, трудно, но у меня формула, как если я через себя все это пропускаю, потом я могу сделать для себя заключение, мы сможем или не сможем. И вот пришлось надевать сапоги, это идти в сельское хозяйство и пропускать через себя все процессы сельского хозяйства, вникать, там,
обсуждать. Сейчас мы на равных, я могу разговаривать с агрономами, энтомологами, селекционерами. Вот прям моя гордость распирает, я прям влюбился в сельское хозяйство, и до сих пор вот сегодня идет как раз страда у нас, сбор хлопка начался. И вот каждый день сфоткаю, как, почему там это. Дальше надо было все строить, но были какие-то государственные ПМК, которые могут строить, но они шаблонные, какие-то там и стандартные решения по ГОСТу, там это. Я говорю, ну, слушайте, это же не это в камне высечено, это же, наверное, есть какие-то вот другие возможности. Я в Турции видел, в Германии видел, в других странах видел, что есть другие решения, строительные. Но никто не воспринимал, там на меня смотрят, ты что, строитель? Я говорю, нет, ну иди тогда. В конце концов, мы решили свою строительную компанию создать, которая займется только промышленным строительством, не гражданским. То есть у вас приходилось выходить из ситуации, да? Этого нет, и я буду создавать да, здесь, если нет, ну давайте создавать. И я помню очень много моментов, там уважаемые большие архитекторы были, мы когда говорим про сэндвич-панели, они говорят, а что это такое? Это в те времена для них как бы это, да? Нет, ставь вот эту плиту перекрытия железобетона. Я говорю, это тяжело. Надо легкую конструкцию с сэндвич-панелем, и будет очень изоляция нормальная. И это, говорит, ты что ты здесь меня учишь там? И все-таки мы наняли хороших строителей, прогрессивных ребят, и они начали искать, находили решения. То есть все эти наши фабрики, заводы, инфраструктуру мы сами построили. Мы не стали нанимать это, искать решения. Мы инвестировали в стройспецтехнику, там бетонный завод свой и так далее. Прямо вот мы сказали, качество для меня важно, я хочу 100 лет, чтобы они простояли. И нам пришлось, да. И я туда тоже погрузился, нырнул, изучал все эти ГОСТы, СНИПы, стандарты, все эти конструктивные стороны и так далее. Но было интересно и до сих пор интересно, но зато я себя чувствую очень уверенным. Это же сколько рабочих мест вокруг всего этого кластера? То есть вы, по сути, решили, с какой-то проблемой столкнулись, вы решили построить там строительный, да, завод. Это еще дополнительные рабочие места. В итоге, какое количество людей в данный момент у вас трудится? На сегодняшний день где-то статистика это около 6,5 тысяч человек. Это без сезонных работников. Да. У нас бывают сезонные работники, сельхозработники. Это на прополку, на разные или на сборы, допустим. Вместе с сезонными сколько у вас? Больше сезонными, сезон как минимум 10-15 тысяч добавляется. 10-15 тысяч добавляется. Это в итоге 20 тысяч, в принципе, в сезон, да? Да, в сезон 20 тысяч, которые получают зарплату и работают там, 3 месяца, там, максимум 6 месяцев. Это целый среднестатистический райцентр. То есть, по сути, да, потому что где-то, если в Казахстане брать райцентр, у нас где-то среднестатистически 20 тысяч населения. У нас основные расположены в густонаселенных и там ситуация, что очень много мужского состав населения, они на заработках в России, допустим, да, остался только женский. И нам где-то чего-то повезло, скажем, оператор, у нас очень превалирует именно женская часть. У нас так что проблем с гендерным равенством нету вообще, у нас наоборот ситуация, что девушек, женщин больше, чем... А вот в отношении зарплат, насколько разница есть, допустим, между Ташкентом, да, человек в офисе работает, на хлопковых плантациях, на полях, да? Зарплаты как конкурентные там для женщин? Нет, у нас, я считаю, что мы наняли хорошего HRD, хороших консультантов, они разработали нашу зарплатную политику, то есть у нас весь смысл зарплатной политики, ты получаешь гарантированную базовую зарплату, согласно твоему образованию, опыту и позиции в компании, но большая часть у нас все равно привязана к достижениям, конкретным достижениям, результатам. Я свято верю в силу вот этого бонуса, премиальных и так далее, потому что человек, я говорю, мотивирован. Мотивация, система мотивации. Если он старается, там, пришел простым оператором, выучил английский язык и прошел курсы, там, скажем, старшего оператора или там механика и так далее, пожалуйста, он может подниматься по карьерной лестнице и зарабатывать больше, проблем нет. Поэтому я пытаюсь балансировать, или мы пытаемся балансировать вот эту справедливость, несправедливость. У нас она очень... Сам математик, люблю цифры, я хочу, чтобы всегда было понятно, логично, чтобы не было эмоционального решения там, да, по зарплате, да, что вот это Фергана, моя родина, поэтому побольше. А я вот работаю в Сурхандаре, нет, там поменьше, такого не будет. У нас все как бы должно быть логичным, обоснованным и должно управляемым. Если это хаос, это очень сложно, потому что у нас цены растут, конечно, надо подгонять наши зарплаты, там, бонусные системы и так далее. В этом плане у нас команда HR
очень сильно, они очень хорошо это прокачивают. И самое главное, брейнвош идет мощный. Держит руку на пульсе, да? Да, люди Да. привыкают к этому. Они понимают, что помимо монетарного вознаграждения есть немонетарное вознаграждение. А в данный момент оборот компании какой составляет, если, конечно, не конфиденциальная информация? А оборот компании вашей сколько составит годовой? Ну, около чуть выше 200 миллионов. 200 миллионов долларов, да? Да. Ну, колоссально, это колоссально. Но это не предел, мы знаем, у нас много других проектов. Мы это... Не могу не спросить о хлопковом бойкоте, да, так называемом. Это для зрителей я своих расскажу немножко. Гражданские активисты Узбекистана подавали петиции в западные страны, были против того, чтобы закупался хлопок из Узбекистана, потому что там были случаи, да, детского труда на хлопковых полях. После этого запрет был снят. И как сейчас это повлияло на индустрию хлопка? Я этим вопросом занимался очень глубоко, очень интенсивно и изучал его. Это опять та же формула, проблема появилась, надо решать ее. Да? Как была вся история в 2009 году? Интересно. В 2009 году то ли норвежские, то ли финские журналисты сняли маленький репортаж про Узбекистан. Здесь очень короткий, там минут на 12-15. И где-то они снимали на полях, там, как школьники работают, как санитарные условия очень плохие и так далее и тому подобное. Потом про хлопок снимали, где это принимается, как это. Ну, вроде бы как какой-то репортаж просто про какую-то страну, там, банановую страну, где-то там хлопковую. Далее, по-моему, шведы, то ли H&M, то ли кто-то увидел. Для них это был первый такой резонанс, где они сказали, мы запрещаем, мы протестуем против узбекского хлопка. Он злоупотребляет и принуждает это, создал принудительный детский труд там, и так далее и тому подобное. То есть, если пошло это с простого журналистского как бы репортажа, да, потом к этому быстро подсоединились американские ННОшки и так далее. Они создали так называемую коалицию, которая призывала все крупные бренды, текстильные бренды бойкотировать изделия из узбекского хлопка и вообще узбекский хлопок. И этот бойкот продержался где-то 12-13 лет. С 2013 года стартовала, да, эта вся история? Нет, это с 2009, по-моему. 2009 это массивное там это. Но у нас в стране это было воспринято немножко по-другому, что это злые негодяи, враги, они вот против нашего белого золота, вот они там так-то, сяк-то. Искусственные препоны. Искусственные препоны, но хотя это же все было понятно, что целые поколения у нас просто 6 месяцев проводили на хлопке. Ну, то есть Советского Союза шло. Конечно, еще, да. Это все было. Дети в школе должны учиться были, да, они там работали. Да. И эта вся госсистема была настроена именно на эксплуатацию вот этого всего, и потому что единственное поступление валюты было белый хлопок, белое золото, так называемый хлопок, и поэтому вся госсистема, госаппарат был именно настроен, даже KPI местных там управляющих, местных там акимов, районов, городов, он именно был в выработке хлопка, от выработки хлопка. Да, это до сих пор в менталитете, в голове это засиделось, до сих пор это есть. Ну, вот как раз-таки мы образование с вами обсуждали. Представьте, сколько детей теряли, да, месяца своей учебы. Ну, да, недавно наш уважаемый президент, он сказал, в год 6,5 миллионов людей были заняты хлопком. Это представьте, 6,5 миллиона, это половина... Пробелы такие образования получались. И он, видимо, сам выстрадал, он видел это все, и он, наверное, мечтал это все освободить, мечтал изменить. И такой шанс выдался уже в 2017 году, где идея появилась, говорит, ну, давайте будем трансформировать, реформировать. Давайте уберем госмонопольную компанию «Хлопкопром», которая заготавливает. Мы ее функции передадим или продадим частным инвесторам, частным предприятиям и образуем тем самым кластеры. То есть, на рыночной рельсе, да, полностью? Будем переходить на рыночные рельсы. И эффект был колоссальный. И мы первый год просто, я помню, как губернатор области в тот момент, он был в шоке. Там, если район мы пришли, он 12 тысяч тонн только делал. А мы пришли, там 20 тысяч тонн. Он не поверил, сам приехал, еще раз перепроверил. Как вам это все удалось? Ну, как выстроили работу, все вовремя по нормативу давали удобрения, ухаживали, 3-10. И у нас вот. И самое
главное, что сортность была высшего сорта где-то под 85%. Это был шок. Это был шок. До этого было? А до этого 12 тысяч еле-еле с приписками, плюс туда там 5-й сорт. Там, ну, приписки куда же без них, да? Да, без приписок это болезнь. Еще, дутая статистика. Да, и я занимался вопросом бойкотирования. Мы выходили на эту коалицию. Мы сами выходили. Где ваши претензии? Я сам с ними общался. Мы ездили в Брюссель, и Вашингтон, и везде. Мы вот с ними прям... Была команда создана из ассоциации с текстильпрома, из сельского хозяйства, из профсоюзов узбекских. То есть это первый кейс, когда все государство, все правительство мобилизовалось против решения одного вопроса, глобального вопроса. Потому что от этого судьба решалась всей страны. Да, потому что хлопково-текстильная отрасль – это позвоночник узбекской экономики. Да, это вся система туда выстроена. Вся система у нас... именно подогнана именно под хлопково-текстильную сферу. И мы ездили, были очень много Human Rights Watch, и Узбек Форум там был, и все вот эти, как гражданские так называемые, эти, они прям... И мы их пригласили, я сам приглашал, был казус такой, я в Брюсселе, там, мы начали спорить, я говорю, я вас приглашаю на наши поля. Посмотрите, что там изменилось, да, я вас приглашаю. Назад возвращаясь, мне звонит помощник очень высокого правительственного чиновника, говорит, ты что, ты предатель, что ли? Ты почему их... Кого привел сюда? Кого сюда приводишь, да? Я говорю, наверное, мы неправильно понимаем, я наоборот привел, если не привел бы, они бы дальше бы нас это... А я хочу их пригласить, я их пригласил, я привел, я хочу показать, как у нас изменения прошли. Я в этот момент думал, все, мне конец, видимо, все, что-то я черту перешел, нельзя. А они начали думать, говорят, может, он прав, давай попробуем. Да? И они приехали, и они ходили по нашим полям. И был казусная ситуация, там, я их вожу, там холод, да, ноябрь, по-моему, месяц был, показываю. В какой-то момент смотрю на полях у нас реально дети прыгают, серьезно? Бегают там. Они говорят, вот, я говорю, черт побери, я же гордился там. Потом я подошел к нашим узбекам, кто это, что, за что вы так это? Он говорит, дома не с кем оставить, поэтому мы их взяли, этих детей. Дома не с кем оставить. Я им их объясняю, а у них даже курток нет. Я говорю, как ты поля там... Да, и я им объяснил, сказал, вот этот ваш бойкот, он наказал вот этих детей. Он не наказал кого-то там наверху, там политиков и так далее, он наказал вот этих детей, он не наказывает дальше. Это где-то в этот момент это ёкнуло среди вот этих иностранцев. Может быть, они увидели и убедились, что действительно вот этот весь их призыв, 13-летняя борьба, она ни к чему не привела, как просто, скажем, людей оставили без источника наказанию вот этих. Да, и потом в 2021 году, по-моему, бойкот был уже... Это была открытая у нас конференция, и где там было официально признано, что все действительно систематические злоупотребления исчезли, все это исчезло. Сейчас у нас уже не следующий этап, мы уже переходим на полную автоматизацию, чтобы ручной труд уменьшить. Добро пожаловать на наш Marketplace, одну из ведущих онлайн-платформ Центральной Азии, специализирующихся на агробизнесе. Размещайте бесплатно объявления о купле-продаже агротоваров. Логистические компании могут публиковать свободные вагоны, автоперевозку, а пользователи легко находить транспорт для отправки своих грузов. Актуальные новости и аналитика. Платформа также работает на английском и китайском языках. AgroSearch KZ – платформа, где растут ваши сделки. Здорово. Вообще очень рад за Узбекистан, что Узбекистан не стоит на месте, развиваются технологии, открыты всему миру, активно заходят инвестиции сюда. Более того, текстильная промышленность, она у вас экспортируется хорошо, да, в Европу, в европейские страны. Сейчас какие страны экспорт у вас? У нас по последнему году, хотя кризис был, 3,2 миллиарда были инвестиции, экспорт текстильных продукций за рубеж, это по всей стране, а производство больше 5 миллиардов. Это именно в стране, это где-то, не знаю, 10% ВВП Узбекистана это приходит на текстиль, то есть очень достаточно серьезно. А экспортируем, это по-разному. Если мы экспортируем пряжу, она идет именно в страны, где дальнейшая переработка идет. Да? Если мы полотно производим, это больше те, которые швейной индустрией заняты. И плюс готовая продукция. Да? Готовая продукция. Сейчас мировой лидер, конечно, всегда он был и есть, и остается пока Китай.
Второй Индия, да? Нет, второй это Бангладеш. Бангладеш, да. Третий это уже Индия, потом Турция, Вьетнам. Мы после. Но мы претендуем выйти на ведущие позиции. Это на позапрошлой неделе был ITMF, это так называемое международное годовое собрание Международной федерации производителей текстиля. Он состоялся в Самарканде у нас. И там первый раз это около 300 крупнейших игроков, мировых игроков текстиля прибыли в Самарканд. Чтобы просто убедиться, действительно ли это так, что Узбекистан начинает из простого экспортера хлопка волокна превращаться в нормального этого производителя. И сейчас именно Бангладеш, нестабильность Бангладеша, я общаюсь с многими брендами, мировыми брендами, они начинают диверсифицировать, искать новые источники снабжения, закупа для их брендов, и они переводят, прилетали сами, они говорят, хотя бы 5% на вас перекинем из 100%, которые мы в Бангладеше сидим. Это хорошо, потому что у нас сухопутная дорога к Европе ближе, чем из Бангладеша через море. Через море, особенно когда сейчас проблемы на Ближнем Востоке, они еще Африку должны обогнуть. И это опять дополнительные расходы, время. Это колоссальный результат. Музафар, подскажите, государство какую поддержку оказывает? Есть ли льготная система, субсидирование текстильной промышленности? У нас государство в разный период проводило разную, политику. В самом начале они именно на большую программу инвестирования, большую льготного инвестирования они выделили на предельные установки. То есть из хлопка в первую очередь всегда должны произвести пряжу, то есть нить. Это потом можно из нити дальше производить то ли трикотажная, то ли ткацкая, то ли джинсовку и так далее, то ли смесовые. А базовая всегда будет это предельные установки. Да? И первое, я помню, в начале была именно государственная программа, 5-летняя программа, где выделялись из нашего стабилизационного фонда льготное финансирование на то, чтобы были построены предельные установки, предельные наши комплексы и так далее. Дальше сейчас уже задача стоит даунстрим, то есть разгонять дальнейшую переработку из пряжи уже полотно, ткани и так далее, их окрашение. И это сейчас идет дальше. То есть фокус переходит туда, дальше государство сейчас не субсидирует, скажем так, предоставляет временное льготное финансирование именно по капексу, по инвестициям. И, естественно, большие сейчас льготы выделяются на готовую продукцию. Если привел бренд, там даже грантовая система есть на того, чтобы общаться с брендом, привести, маркетинговые расходы перекрыть. До недавних пор 50% логистических расходов перекрывались сразу. Да? Сейчас сделали они систему чуть по-другому. По-другому они это делают, они конкретно таргетируют страны, где вот эта страна, ты получаешь больше субсидий, это меньше, да, то есть диверсифицированный подход. У нас есть определенные промышленные зоны, где льготы колоссальные, есть регионы, например, Каракалпакстан, северные регионы, где тоже льготы колоссальные для текстильных производителей. Есть разного рода и вида льгот, которые в конце концов поддерживают как региональный рост, так и, допустим, отраслевой рост и развитие всего этого. Потому что если развивается текстиль, мы понимаем, развивается химическая промышленность, допустим, энергетическая промышленность, потому что это энергоемкое производство, мы химикатов много пользуемся и так далее. Да? Это автоматом начинает. Инфраструктура развивается, дороги, линии электропередач, допустим, и так далее. Процесс. И как везде, где есть льготы, где есть субсидии, есть и те люди, которые злоупотребляют этими субсидиями, льготами. Какое ваше видение? Как можно механизм борьбы, да? Мой опыт, я всегда был за то, чтобы все были на равных условиях. Не должно быть кто-то равнее, но не должен быть. К сожалению, иногда у нас так ситуация происходит, что объявляют все равны, но некоторые другие компании равны. И поэтому я всегда призываю сократить льготы или вообще убрать льготы. Если ты себя считаешь хорошим... льготы, индустрия не умрет? Нет, я думаю, что не умрет. Сейчас у нас кризис был, и кризис идет, какие льготы спасли? Никакие.
выживают те, которые действительно на себя рассчитывали, на льготы не рассчитывали. Я помню, была ситуация у нас на правительственном уровне, большое совещание, и я как гром среди ясного неба, меня такое непопулярное мнение, конечно. меня спросили, я прям заявил, я говорю, уберите льготы. И на меня все смотрели, как на это, говорят, ты что, ты что, против государства, против политики? Я говорю, нет. Ну, 3 причины, если убрать льготы, чем это поможет? Ну, помимо того, что выживает сильнейший. Нет, льготы, это опять-таки, льготы, если даешь, это должно быть возмездно. Это не должно быть безвозмездно, это потому что в конце концов льготы, деньги, это не те, которые мы за это налогоплательщики, это вся страна за это работала. Да? У меня чисто моральный момент, что не могу я на общие деньги шиковать, и не хочу, и не могу. Да? Если даешь льготы, да, дайте льготы на временно, но возмездно. И я вот помню, вот на этом совещании я прям так сказал президенту, я говорю, или уберите льготы, или дайте возмездно, чтобы вернули все это. И кто-то контролировал. Потому что кризис, по нашим прогнозам, еще 12 месяцев. А льготы на 5 лет. Зачем? Но здесь вот, Музафар, в принципе, на поверхности одежды, все компании же у нас как на ладони, по сути, и мы уже можем отследить, какие компании благодаря льготам хорошо себя показывают, какие компании с года в год просят, да, эти субсидии. По сути, с этим как-то в вашем государстве, в Узбекистане, борьба идет или нет? Не, конечно, у нас есть злоупотребляют, есть компании, которые злоупотребляют, но они и привыкают очень быстро, и фокус у них с основного бизнеса уходит на то, как выкачивать из бюджета деньги. Но это долго не длится, максимум там полгода, их сразу хлопают, что это такое, и возвращают все деньги, все это есть, и поэтому все время призываю, будьте честны, будьте халал. Зачем? Это же... Будьте халал, классно сказано. Будьте халал, зачем вам чужие деньги, они все равно вам не помогут. Заработайте свои, инвестируйте это и спите спокойно, живите дальше. Опять-таки это краткосрочное, вот прям сегодня я вижу, завтра убежал там, что-то сорвал, куш какой-то, да. Продолжение разговора о технологиях, применяемых на ваших предприятиях. Мы затронули автоматизацию. Еще один момент, который мне очень понравился в интервью, когда я слышал, это замкнутый цикл, да, чистки воды. Вот расскажите, пожалуйста, очень интересно. То есть у вас вода, по сути, с учетом того, что сейчас и в Казахстане, и в целом в Центральной Азии наблюдается дефицит воды, и воды будет все меньше становиться, людям надо об этом задуматься. Вы применяете эту технологию очистки замкнутого цикла очистки воды. Опять я возвращаюсь к моей учебе в Германии, и вот всем вот этому менталитету, который в юности мне когда врубили, что я убежденный, скажем, ESG-сник, да, который говорит, что вот все, что ты из природы взял, ты должен вернуть, как минимум. Не хочу я за счет своего будущих наших поколений сегодня делается этот бизнес. Это неправильно. Это чисто и морально, и этически неправильно. И поэтому мы знаем, что вода – одна из главных наших дефицитных товаров в Узбекистане очень. И мы это чувствуем сами, вот физически чувствуем с каждым годом, начиная от сельского хозяйства, производства и так далее. Дальше, что мы когда внедрили наше капельное орошение, да, вместе с израильтянами, тоже был случай, когда в пустыне, прям степи, которая деградировалась, превратилась в пустыню, мы начали делать, меня отговаривают, говорят, ты что, дурак, зачем там 3 миллиона евро туда, в пустыню, в песок, там это. Когда мы сделали, там урожай был, там, не знаю, рекордный урожай, и увидели, сколько мы воды сэкономили. Под 60% воды мы сэкономили. И дальше мы в этом направлении, в ирригации мы работаем, там, потеря воды, испарение, там, не знаю, просто... Потому что если водой нормально, правильно не управлять сельским хозяйством, это ведет к деградации почв конкретно, да, к засоленности и так далее. В производстве был случай, когда мы пытались одним брендом наладить производство, он говорит, все, проблем нету, берем, но у меня одно условие, максимум 2 года я у тебя беру, потом не буду брать. Я говорю, почему, как? Говорит, потому что из-за тебя Аральское море засохло. Я и связь Аральского моря, что это? Потому что ты хлопком, и это. Я говорю, хорошо, что это означает? Говорит, если ты мне докажешь, что ты спасаешь Орал и бережно относишься к воде, тогда мы сконтактировали с технологами, с этими, и все, во время особенно много воды используется в крошении нашего полотен, и мы
применили эту новую, не новую, она в принципе была всегда, просто никто к воде так не относился. И мы делали там в советские времена, потом уже все это разрушилось, уже просто в канализацию сливали и все. Да. И мы трехступенчатую очистку поставили, потом после очистки, там физической, биологической, химической очистки, мы эту воду опять перегоняем через осмосную систему, и где-то 80% воды опять возвращается в производство, а 20% она просто как мусор, мы ее таблетируем, там, это делаем и пытаемся использовать как там, горючее вещество уже на наших других этих потребностях. То есть практически 100% вода, она как бы используется опять это. Да, она становится где-то дорогая, но все равно отношение к воде изменяется, отношение людей, менталитет меняется. До этого никто там об этом даже не думал, не задумался. Там кран открытый был, там и 24 часа в сутки, никто даже не задумался его закрыть. Вообще, да, это такая большая проблема, которую надо, не знаю, со всех утюгов кричать о том, что воду надо беречь, действительно, на всех предприятиях, производствах, автомойки элементарные взять, да, сколько воды потребляется, сколько воды просто уходит. И опять же, если применять ваш метод элементарной очистки воды, вы смогли от краски отделять воду, да, но здесь вода там с автомойки, которая просто грязь очистила, но ее же намного легче, гораздо легче опять повторно применять. В целом с дефицитом воды в масштабах республики у вас какие идут? Ну, не в масштабах, а по Global Textile все понятно. Вот в Узбекистане как с этим борются? Дефицитом воды, с деградацией пастбищ, опять же. Да, у нас, конечно, принята большая программа по внедрению новых ирригационных систем. У нас нужно признать, что вся вот эта ирригационная у нас каналы, все эти магистрали и так далее, они в 50-60-х годах построены, когда было освоение наших вот этих голодных степей, целины и так далее. Это подъемные насосные станции. Мы по ГЧП, государственно-частному, это взяли сами 2 подъемные станции. Там двигатель стоит, он старше меня. Да? И я смотрю, что это такое. Я говорю, а зачем это нужно? Вот так я говорю, позвонил Grundfos, немецкую компанию, говорю, слушайте, вот такая ситуация, вы можете? Насосы они производят. Он говорит, да. Дают это, который в 10 раз меньше электроэнергии потребляет. Ту же функцию выполняет. И шума нет, и этого нет. И, то есть и вода как бы не экономится, там нормально, там не теряется, там без разбора вода не выливается с одной скважины в другую. Там. А по всей стране государство приняло программу, заботится о воде, то есть субсидируются фермерские хозяйства и вообще агрокомпании, которые применяют капельное орошение или сифонное орошение, там, или дождевание, допустим, где действительно экономится вода, и они получают какие-то субсидии, какие-то льготы по электроэнергии, да, тарифы в 2 раза меньше они оплачивают. Мотивацию, чтобы они берегли. Да. Потому что 100 лет никто не платил ни за воду, в сельском хозяйстве я имею в виду, и ни за электроэнергию никто не платил. 100 лет. И это только вот 5 лет назад, благодаря реформам, да, поэтому никто не задумался. Это в ДНК уже сидит, что, это же ты. Я помню, там, первый год. Бесконечный трафик, да, где-то есть источник, никто не хочет думать об этом. Откуда она идет, да? Просто бесконечный. Помню, большие фермеры, они там прям пришли, там, мой дед никогда не платил, мой прадед, и я не буду платить. А ты тут хочешь нам? Да, ты пришел. Новые технологии. Да, мы им объясняем, что это не мы придумали, ребята, но ничего, потихоньку люди привыкают, там это делают. Да. Один из последних вопросов, Музафар. В 2023 году Global Textile объявила о инвестициях в Южно-Казахстанскую область, ныне это Туркестанская область. Сейчас на каком этапе процесс происходит? Реализованы ли ваши идеи, задумки, да, образования кластера? Вообще наше предприятие и кластер в Южном Казахстане, Туркестанской области. Это один из моих любимых проектов. Во-первых, потому что там у меня хорошие партнеры, друзья, которым чисто по-дружески, по-братски мы общаемся, понимаем с полувзгляда друг друга. Да? А с другой стороны, это все равно, она ближе к нам по где-то менталитету, по сельскохозяйственной культуре, там, по ведению этого сельского. Это тоже хлопковые регионы, это Жетысай, Мактарал, Шардара, там вокруг Чимкента тоже, да. Но мы начали с Мактаральского района, первый этап, и сейчас вот в этом году первый наш эксперимент с посевом хлопка, наши 10 агрономов сопровождали полностью, результаты супер колоссальные. Это
мне очень радует, что это сплочает два народа. Честно скажу, это торговля сплочает. Это сплотило наших казахстанских друзей-фермеров с нашими агрономами. И они получили колоссальный урожай, получают сейчас вот как раз сбор начался. С другой стороны, мы уже заканчиваем строительство нашего хлопкоприемочного завода и дальше перерабатывающего завода. Но идет усиленная проектировка по дальнейшей переработке. То есть у нас модель, что мы на наших предельных мощностях в Ташкенте будем производить на казахском хлопке пряжу на давательской основе, и ее возвращать в Казахстан, а дальше дальнейшую переработку, доработку до готовой продукции будем делать в Казахстане. Сейчас это все проектировка идет, мы уже обсудили все это, обговорили с поставщиками оборудования. Сейчас инвестиция уже сделана, но я честно, открыто скажу, какая-то часть финансируется за счет заемных средств. Здорово. Но когда изменения какие-то большие, я даже вижу в Мактарале там, или Шардаре, или Джитсае, там, настроение людей изменяется. Меня даже старик казах остановил, там, он, оказывается, чемпион Советского Союза по конному спорту. Человек под 90. Он прям остановил, говорит, ну молодец, говорит, вот я давно хотел с тобой познакомиться. Там. Благое дело. Тем более, если вы примените свои технологии и другие предприятия в виде, это будут также... Ну, наш опыт какой-то, все шишки, которые здесь мы набили, мы, естественно, там будем уже учитывать, и будет все по-другому. Да? И быстрее будет пойдет это все. Последний вопрос, один из последних двух. А какие цели ставите на ближайшие 2 года вашей компании? Какие цели у вас стоят? Может быть, обойти, не знаю, ближайших конкурентов, это Индию, достичь уровня Китая, ну, образно, да, текстильной промышленности. В первую очередь, за следующие 2 года я хочу, чтобы все наши проекты, а их очень много, они успешно реализовались, и мы масштабировались в раза 10. Это громко сказано, но раза 10 это много, да, по количеству людей, по оборотам, по экспорту, по инвестициям. Да. Но не это сама цель. Цель, понимаете, хочется изменить жизнь нашего народа и наших народов в лучшую сторону. То есть трансформация отрасли, она автоматом приводит к трансформации других отраслей, других сфер и менталитета, и культуры и так далее. Вот у нас крупную фабрику мы построили, где вот Алканов был, сам тоже снимал. И это наша фабрика 8 гектаров закрыта. Да? Это 8 гектаров достаточно крупно. Как вокруг этой фабрики начали появляться, там, скажем, другие производства, другие сервисы. Экосистема, да? Какая-то экосистема. Да? Это их никто не заставлял. Это никто им не предписывал, там, а кем не приехал, не сказал, делай. Да? Это все, естественно, получалось. И образовательный уровень, культурный уровень, промышленный уровень вот этого региона начал подниматься. И жизнь людей начала изменяться. Особенно там, женщин, там. Они захотели, ну, там, допустим, у нас есть статистика, когда мы начинали, там очень мало было абитуриентов, которые хотели поступить в вузы. Они мечтали уехать в Россию работать на заработки. Сейчас ситуация колоссально поменялась. У нас столько учебных центров открылось вокруг, там все хотят поступить в вузы, хотят получить образование. И я хоть как-то, если на это повлиял, был причастен, я себя считаю счастливым человеком. Я в IT-парке был, там у нас было мероприятие, я презентовал свой проект и как раз-таки знакомился с представителями вузов. И меня порадовало то, что многие вузы сотрудничают с южнокорейскими университетами, с японскими университетами. Там 2+2 есть программы, да, где они могут отучиться и дальше уже продолжить свою практику в Южной Корее. Это замечательно. Ребята говорят на английском языке. Я прям, действительно, ребята, я очень был приятно удивлен этим. И хочу пожелать Узбекистану, вашей индустрии, чтобы больше и больше технологий заходило, чтобы развивались вы. И как вы, поскольку человек начитанный, какие 2-3 книги вы посоветуете прочитать? Может быть, сейчас какие-то читаете, да, вот такие, которые именно повлияли на вашу жизнь, которые произвели такое впечатление на вас? Так, ну, сходу не скажешь, но есть такой Пикуль. Валентин? Валентин Пикуль, у него есть фаворит. Я 3-томное огромное издание, я ее читал, будучи студентом. Через огромное время опять переосмысливал все это. Я рекомендую послушать, если аудиокниги, послушать. Это классика, конечно, это может какой-то жанр такой, но сами идеи, философия, морали, там, это, они очень сильно на меня, допустим, повлияли. Я бы рекомендовал вот это. Окей. А из бизнес-литературы? Из бизнес-литературы, ну, обычно вот такие всякие, там, богатый папа, бедный папа, там, рекомендую. Да. Я начинал
2-3 раза читать, что-то не зашло. С чем-то не согласен, да? Где-то я не это. Но он там на виду все время. Но больше я подписан на эти подкасты, там, того Джордана Петерсона, там, иногда других я слушаю. Чтобы не забыть немецкий язык, я немецких там блогеров, там, TED-толкеров слушаю, чтобы просто оставаться там, о чем речь идет на мировых рынках там и так далее. Да. Хорошо. По бизнес-литературе, в принципе, тогда, ребят, подкасты? Подкасты. Окей. Подкасты. Спасибо большое, Музафар. Вам желаю успехов вашему бизнесу, процветания дальнейшего Global Textile и Узбекистану, индустрии Узбекистана. Всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо большое, Дженис. До новых встреч, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на нас. Пишите свои комментарии, если вы согласны, возможно, с чем-то не согласны с гостем, пишите, нам очень интересно даже развернуть дискуссию под нашими роликами. Оставайтесь с нами всегда, поддерживайте нас, я вам благодарен, спасибо, всего хорошего, всего наилучшего. Спасибо. Спасибо.